Армия Турции проводит военную операцию на севере Ирака. Игорь Стрелков выдвигается в президенты, а ФРГ хочет ввести налог солидарности с Украиной. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Армия Турции начала новую военную операцию на севере Ирака. В ее рамках ВВС страны будут наносить удары по объектам рабочей партии Курдистана. Мне жаль, что это произошло. Настя Ивлеева объяснилась за голую вечеринку, которая 2 дня шумела в одном из московских клубов. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планировании мероприятия. Президент Аргентины Хавьер Милей подготовил указ о сокращении расходов государства и увольнении 7 тысяч госслужащих. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Армия Турции начала новую военную операцию на севере Ирака. В ее рамках ВВС страны будут наносить удары по объектам рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в соцсети X. По предварительным данным, в ходе конфликта были нейтрализованы 13 террористов. Контакты в регионе продолжаются. По указанным целям также проводятся внезапные воздушные операции. Да помилует Бог наших мучеников, погибших в этом инциденте. Терпение их скорбящим семьям, турецким вооруженным силам и нашему благородному народу. По информации турецкого оборонного ведомства, были уничтожены 29 целей. Пещеры, укрытия, нефтяные объекты и склады, в которых могли быть боевики. Атаки произошли после убийства 12 турецких солдат за последние дни. Боевики напали на турецкую военную базу, расположенную на севере Ирака. В Минобороны Турции считают, что атаку на их военных совершили представители сепаратистской террористической организации на севере Ирака. Игорь Стрелков выдвигается в президенты. Инициативная группа по выдвижению кандидата собралась в гостиничном комплексе Измайлово. На встречу пришло около 600 человек. Гиркина называют представителем русского мира и единственной надеждой в случае надвигающейся катастрофы. По мнению соратников, Гиркин – вариант, который может объединить русских для сопротивления внешней агрессии. Люди спросили представителя штаба Стрелкова, что сейчас надо делать в Украине. Он предложил убивать как можно больше бойцов ВСУ и привести к власти в Киеве россиян. Самого кандидата на съезде нет, он находится под арестом в СИЗО по статье о призывах к экстремизму. Мне жаль, что это произошло. Настя Ивлеева объяснилась за голую вечеринку, которая 2 дня шумела в одном из московских клубов. По словам блогера, все это было частью презентации не вышедшего проекта для журнала Playboy, главредом которого она была некоторое время. Деньги, которые были получены после продажи билетов, ведущая пообещала отдать благотворительным организациям. Было ли неуместно снимать видео, облетевшее всю прессу, распространять его и так тиражировать? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации. Вечеринка в московском клубе прошла 20 декабря. Пропутинские общественники и Z-патриоты стали массово жаловаться на организаторов, потому что во время войны такие мероприятия, по их мнению, проводить аморально. В своем комментарии Ксения Собчак, которая тоже засветилась на мероприятии, называет произошедшее публичной поркой. Я думаю, что может быть такая показательная порка, потому что глубинному народу это ж понравится. А у нас, мне кажется, совершенно однозначная сейчас риторика в стране. Она направлена как раз вот на то, чтобы понравиться глубинному народу, так называемому. И это очень печально, потому что тот самый креативный класс, городское население, оно как бы никому и не нужно, оно никем не представлено, и всем на него наплевать. Поэтому выпороть прилюдно Настю Ивлееву будет всем очень выгодно. Она не является аудиторией, она не является электоратом, а вот Z-патриоты эту жертву воспримут
Совершенно прекрасно. Президент Аргентины Хавьер Милей подготовил указ о сокращении расходов государства и увольнении 7 тысяч госслужащих. С теми, кого решат сократить, страна не будет продлевать контракты о трудоустройстве. Указ не будет касаться только тех сотрудников, которых определят как критически необходимых. Ранее министр экономики Аргентины заявил о снижении курса песо с 400 песо за доллар до 800. В дальнейшем ЦБ страны планирует девальвировать нацвалюту на 2% в месяц. Это, по словам министра, необходимо для сокращения дефицита бюджета и снижения инфляции. Соответственно, возникает вопрос, а может ли Хавьер Милей починить эту ситуацию? Я достаточно скептичен к этому вопросу. Мне считается, что не может. То есть не совсем так. Скорее всего, у него что-то получится, и он что-то наладит, экономику чуть-чуть попустит. И как только экономику чуть-чуть попустит, но это при условии, что генералы снова не устроят хунту и не заберут власть. Это при условии, что ему дадут править, допустим. Вот, то есть хунта никто не отменял. Там было, если не ошибаюсь, 6 государственных переворотов, когда к власти приходила хунта. Там где 6, там и 7. Это меньше, чем за 100 лет. То есть, если не будет хунты, и если он будет править, ему удастся починить экономику. Страна очень богата и ресурсами, огромная страна. То есть, страна пол-Европы по территории. И ресурсами, и минеральными ресурсами, и сельскохозяйственными ресурсами. Страна очень богата, климат прекрасный. Соответственно, экономику он как-то спасет, и как только экономика пойдет выздоравливать, к власти моментально придет следующий популист, следующий пиронист. Великобритания в 2024 году может предоставить Украине больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами. Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон изданию The Telegraph. Мы потенциально можем достичь большего. Смотрим, какие элементы расходов мы могли бы заложить на многолетней основе. Он также подчеркнул, что власти могут сделать больше, чтобы увеличить выпуск оружия и техники британскими оборонными заводами, чтобы пополнить запасы, истощенные войной в Украине. Органы безопасности Германии и Австрии получили сообщение о риске терактов в канун Нового года. По информации Bild, были произведены несколько арестов, подозреваемые выходцы из Таджикистана, которые предварительно хотели совершить теракт для исламского государства. Полиция Вены сообщила о повышенном риске во время рождественских каникул. В Кёльнском соборе накануне Рождества прошел обыск. Полиция хотела убедиться в отсутствии опасных предметов. В Венском соборе Святого Стефана также усилены меры охраны. Ранее была ликвидирована аналогичная террористическая ячейка в Германии и Нидерландах. По данным следователей, они прибыли в Германию с фальшивыми документами под видом беженцев. Эксперт правительства ФРГ предлагает ввести налог солидарности с Украиной. Об этом сообщает «Европейская правда». Профессор экономики Шницер, который возглавляет группу советников немецкого правительства, заявляет, что особые события требуют особых мер. Введение налога солидарности с Украиной в качестве надбавки к налогу на доход на военную помощь могло бы стать возможным ответом на этот вызов. Шницер признала, что этот шаг не является популярным, но подчеркнула, что война также касается и свободы Германии. Но в конце концов, эта война также касается нашей свободы. Лучше действовать сейчас, чем когда российская агрессия вдруг потребует совсем других мер. Украинские защитники собирают деньги на квадрокоптер DJI Mavic 3. Дрон будет использоваться для разведки и обеспечения безопасности бойцов. Цель сбора – 75 тысяч гривен. Реквизиты вы сможете найти в описании к этому выпуску новостей. Важна каждая копейка. Вместе к победе! Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях. Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.